Много лет назад человечество придумало вино. Люди сразу же по достоинству оценили этот напиток и научились заготавливать его впрок. Но для хранения и перевозки вина потребовались сосуды. Вначале использовали емкости естественного происхождения, желудки животных, бурдюки, кожаные мешки с цельной шкурой животного. Чуть позже начали делать деревянные, глиняные и металлические сосуды, в которых и хранили вино. И, конечно же, для того, чтобы оно не расплескалось, эти емкости необходимо было чем-то закрывать. В качестве первых пробок выступали обыкновенные деревяшки. Сосуды предпочитали закупоривать тряпками и деревяшками, что придавало содержимому со временем несвойственный ему привкус, а то и портило его. Первые пробки изготавливались из мягкой древесины, поскольку ее было легче строгать и придавать пробке нужную форму и размер. Конечно же, такие пробки не закрывали сосуд герметично. Кроме того, они быстро впитывали в себя влагу, увеличиваясь в размерах, из-за чего трескалось горлышко кувшина. Со временем финикийцы и римляне стали использовать для изготовления пробок кору дуба. Пробка появилась в том виде, в котором мы ее знаем относительно недавно, всего лишь в 17 веке, вместе с появлением в массовом обиходе стеклянной бутылки. Пробку производят из коры пробкового дуба, который растет только в нескольких странах в Европе и на Средиземноморском побережье в Португалии, Испании, Франции, Италии, Марокко, Тунисе и Алжире. В других странах пробковый дуб практически не растет. Самый большой урожай пробковой коры можно получить на португальских плантациях. Первый раз кору снимают с дуба после того, как ему исполнится 20-30 лет. Следующие 10 лет она должна восстанавливаться. К тому же снимать кору можно только в определенный сезон, когда она практически сама отслаивается. В остальное время дерево можно повредить. Кору снимают не всю сразу, а определенными участками, поэтому со стороны деревья кажутся полуголыми. Из коры, снятой с одного дуба, можно получить 1000 пробок. Самой качественной считается кора, снятая со 150-летнего дерева. Дуб, которому больше 200 лет, начинает болеть и качественной коры уже не дает. Его выкорчевывают и на освободившемся месте сажают новое дерево. Это единственное в мире дерево, кора которого способна полностью регенерироваться. Пробковые дубы маркируют, чтобы знать, когда можно снимать с них очередной урожай. Срезанную кору сортируют. Первый сорт отправляют на фабрику, где делают пробки для марочных вин и коньяков, а та, что похуже, попадает на завод по производству строительных утеплителей и шумопоглотителей. Кору пробкового дуба сваливают в огромные кучи прямо на территории завода. Перед тем, как пустить пробку в дело, ее несколько месяцев выдерживают под открытым небом. Термообработка. Кору пробкового дуба варят в большом котле, чтобы вымочить, сделать кору мягче, уничтожить бактерии и насекомых, которые успели там завестись. На следующем этапе кору разрезают на полосы, снова сортируют, моют, дезинфицируют, вымачивают в воде. Из полученных заготовок прессом вырезают пробки. Готовые пробки проходят тщательную проверку и сортировку. Это делает компьютер, сканируя поверхность пробки, после чего направляет пробку в ту или иную корзину. После проверки пробки моют, удаляют вредные вещества путем отбеливания, затем помещают на сутки в 12% растворе спирта. Из отходов производства делают не только стройматериалы, но и сумки, фартуки, обувь и даже зонты. Пробочное производство практически безотходно. Кроме всего прочего, пробка – незаменимый материал в изготовлении спасательных средств. На воде она выдерживает вес гораздо больше собственного и практически не впитывает влаги.
Прессованные или клееные пробки – это вторичная переработка отходов. Не подходит для вина с более длительной выдержкой. Стружку, мелкие куски перерабатывают и добавляют полиуретановый клей, пищевой силикон и парафин, формируя нужную форму. Только натуральная пробка позволяет вину дышать и, контактируя с вином, определенным образом дополняет букет. Бутылки, укупоренные натуральной пробкой, могут храниться десятилетиями и даже столетиями.